Здравствуйте! Прежде чем мы начнем, стоит отметить, что есть сторона Ким Тэ-хёна, о которой редко говорят вслух. За софитами, аплодисментами и всегда безупречной улыбкой скрывается тихая, тщательно оберегаемая сторона его личности. Тэ-хён никогда не делился ею, не потому что не было истории, а потому что не все чувства нужно объяснять миру. Годами он предпочитал молчать, позволяя времени и музыке говорить за него. И сегодня вечером мы немного затронем эту сторону. Медленно, вне поля зрения публики и без шума. Эта тишина не появилась из ниоткуда. Он рос в условиях напряженного графика, неустанных требований и растущих ожиданий с самого раннего возраста. Пока мир видел роскошь, Тэ-хён научился понимать значение потери личного пространства. Бывали ночи, когда толпа казалась тише, чем одиночество, и именно тогда его мысли начинали говорить громче внешнего шума. Тэ-хён известен своей экспрессивностью на сцене, но когда свет выключен, все иначе. Он больше наблюдает, чем говорит, храня свои чувства в молчании и выражая их через ноты, тексты песен или взгляды, которые трудно истолковать. Многие его послания передаются без слов, словно он надеется, что их поймут только те, кто действительно внимателен. Некоторые фанаты, возможно, это почувствовали, едва уловимые изменения в его улыбке, короткая пауза перед тем, как он заговорит, или пустой взгляд, длящийся всего долю секунды. Эти простые вещи часто остаются незамеченными, но именно в этом и кроется его тихая сторона. Не как слабость, а как безопасное пространство, которое он создал для выживания. Теперь, без каких-либо важных заявлений или публичных признаний, эта сторона начинает проявляться все сильнее. Не потому, что Тэ-хён вдруг стал разговорчивым, а потому, что он начинает показывать свое молчание. Напоминание о том, что за мировой иконой Ким Тэ-хёном скрывается человек, идущий рядом с молчанием, и больше не пытающийся его скрывать. Это молчание постепенно формирует взгляд Тэ-хёна на мир. Он больше не гонится за вниманием публики, а ищет смысл. В некоторые моменты становится ясно, почему он предпочитает молчать дольше, словно взвешивая каждое слово перед тем, как произнести его. Его молчание – это не пустота, а скорее наполненность мыслями, которыми он не всегда может поделиться. Бывают периоды, когда время летит так быстро, а он отстает. Его популярность продолжала расти, но вопросы о его личности возникали все чаще. На фоне своих великих достижений Тэ-хён столкнулся с молчанием, которое нельзя было развеять аплодисментами или похвалой. И, возможно, именно там он нашел себя самого искреннего. Музыка тогда стала тайным каналом, через который он говорил. Мягкие тоны, простые, но полные чувств тексты – это был язык, который он выбирал, когда слова казались слишком тяжелыми. Не все это заметили, но для тех, кто слушал сердцем, в каждом фрагменте тихо шепталась история. Тишина также научила его принятию. Не все чувства нужно понимать другим, и не все раны нужно объяснять. Тэ-хён научился мириться с темными и светлыми сторонами своей личности, идя медленно, без давления необходимости всегда казаться сильным. И, возможно, именно поэтому эта тишина теперь кажется такой реальной. Не как шокирующая тайна, а как нежная правда. Ким Тэ-хён не превращается в кого-то другого, он просто перестал прятаться. В тишине он говорит наиболее честно. Для некоторых это изменение кажется едва заметным. Но для тех, кто следил за его путем, ощущается другая, необъяснимая вибрация. Как будто Тэ-хён теперь стоит тише, больше не борясь с тишиной, а идя вместе с ней. Тишина – это не мучительное одиночество, а пространство для дыхания. В этом клипе Тэ-хён учится прислушиваться к себе, к тому, чего он хочет, чего жаждет и что скрывал. Это процесс не мгновенный, он невидимый, но очень реальный. В молчании рождается смелость. Смелость не всегда объяснять, не всегда доказывать и не всегда соответствовать ожиданиям окружающих. Тэ-хён начинает выбирать честность с самим собой, даже если это означает идти медленнее, чем окружающий мир. В некоторые моменты он позволяет этим чувствам приходить к нему без масок. Через искренние взгляды, более мягкие улыбки и выражения лиц, которые больше не скрываются.
Не громкие признания, не драматические заявления, просто искреннее присутствие. Именно здесь по-настоящему проявляется тихая сторона Ким Тэ Хёна. Не как шокирующая история, а как долгое внутреннее путешествие. Напоминание о том, что даже в самом шумном мире есть красота в тишине, и Тэ Хён предпочитает ее сохранять. Для поклонников эта тихая сторона – не дистанция, а небольшое окно в более глубокое понимание Тэ Хёна. Речь идет не о том, чтобы знать все, а об уважении к пространству, которое он так тщательно оберегает. В его молчании, доверии, которое он выражает без слов. Тэ Хён не просит, чтобы его полностью поняли. Он лишь надеется, что его чувства не будут упрощены. Что за его работой, улыбкой и безупречной внешностью скрывается долгий процесс, который сформировал его как личность, с болью, надеждой и принятием. Эта тишина теперь стала частью его силы. Не то, что он хочет скрывать, а то, что он принимает. В ней он находит баланс между тем, чтобы быть Ким Тэ Хёном, и тем, чтобы быть Ви для мира. Возможно, не все поймут эту сторону его личности. Но для тех, кто готов молча слушать, Тэ Хён говорит по-своему. Через время, через молчание и через смелость оставаться верным себе. И когда это видео заканчивается, эта молчаливая сторона не исчезает полностью. Она остается спокойной, преданной и содержательной. Как и сам Ким Тэ Хён, который учит нас, что не все нужно объяснять, потому что некоторые чувства можно только прочувствовать. За всем этим вниманием, которое постоянно его окружает, Тэ Хён выбирает более тихое пространство. Не для того, чтобы исчезнуть, а чтобы спасти себя. Это молчание становится для него местом, где он может переосмыслить чувства, которые у него никогда не было времени понять. Есть усталость, которую он никогда не выражал, но всегда носил в себе. В молчании он нашел честность, которую мир не мог дать. И из этого молчания он шагнул вперед, став сильнее. Многие видят Тэ Хёна как фигуру, которая всегда безупречно сияет. Но под этим скрывается бремя ожиданий, которое он накопил с юных лет. Он научился улыбаться, даже когда его сердце уставало. Не потому, что он не чувствовал боли, а потому, что он решил ее вытерпеть. Молчание стало щитом, защищающим границу между ним и миром. И за этой границей он продолжает бороться за сохранение своей идентичности. Каждым шагом Тэ Хён оставляет послание, которое не всегда слышно. Он говорит посредством небольших жестов, интонаций и мимолетных взглядов. Не все понимают его смысл, и это его устраивает. Для Тэ Хёна не все должно быть понято всеми. В нем живет история. И молчание – самое безопасное место, чтобы ее сохранить. Постепенно эта тихая сторона начинает сливаться с его образом жизни. Тэ Хён больше не пытается приспособиться к шуму мира. Он предпочитает идти своим собственным темпом, не торопясь. От его взгляда на окружающий мир исходит новое спокойствие. Не потому, что все бремени исчезли, а потому, что он их принял. И в этом принятии он находит тот покой, который искал. В конечном счете, тихая сторона Ким Тэ Хёна не нуждается в полном раскрытии. Это долгий путь, который продолжается в тишине. Процесс самопринятия в мире, который требует совершенства. Тэ Хён не просит понимания, а лишь признания. В этой тишине он находит самую честную версию себя. И именно здесь рождается его истинная сила. Именно в этот момент история углубляется. Не из-за какого-либо грандиозного признания или шокирующего сюрприза, а потому, что тишина начинает казаться реальной. Мы понимаем, что за каждой улыбкой и достижением Тэ Хён проходит процесс, который он никогда не показывает. Есть чувства, которые растут медленно, без внимания, без аплодисментов. И, возможно, именно в эти тихие моменты мы ближе всего к нему, не как к мировой иконе, а как к человеку, учащемуся выживать. В этот момент, возможно, мы начинаем понимать, что не каждая история должна заканчиваться однозначным ответом. Молчание Ким Тэ Хёна не предназначено для решения, а для уважения. Своим молчанием он учит нас, что быть сильным не всегда означает иметь самый громкий голос.
Иногда смелость приходит, когда человек решает быть верным себе. И по мере того, как экран медленно темнеет, остается одно – это молчание не дистанция, а скорее форма доверия, которую он выражает без слов. Fade to gray as you fade away.